Всем привет! Вы на канале Curative CG, компьютерная графика. Это видеоурок о Substance Designer. Буду создавать материал золотых монет и покажу, как перенести материал Substance Painter. Начнем. Открою Substance Designer и создам проект. Выберу пустой шаблон, но вы можете выбрать любой другой шаблон, шейдер, смотря для какого движка создавать материал. В Graph Name пишем название проекта, Size Mode и формат оставлю Relative to Parent и выберу разрешение 2048 на 2048. Первым делом сохраню проект. Перейду в библиотеку, начну создавать карты. Первое, что надо создать, это карты высот. Нажимаю правой кнопкой мыши, добавлю Output, это будет у меня Height. Чтобы перемещаться в окошке, зажимаем Alt и колесико. Удерживая левую кнопку мыши, можно выделять ноды. Alt и правой кнопкой мыши масштабировать. В 3D окне Alt левая кнопка мыши вращать. Alt колесико это перемещать. И Alt правая кнопка мыши это масштабировать. Чтобы вращать окружение HDR, зажимаем Ctrl-Shift и правой кнопкой мыши вращаем. Создам первую ноду. Это будет окружность. Возьму паттерн Polygon 2. При нажатии на ноду справа в окошке выходят его настройки. Увеличу его стороны. На максимум поставлю кривую. Уменьшу градиент, чтобы четче была видна окружность. Главное, чтобы вокруг осталось небольшое размытие, блюр. Прицеплю эту ноду к Height. Видим, что ничего не происходит. Перекинем ноду Height в 3D куб. Зажимаем ноду правой кнопкой мыши и просто перетаскиваем на 3D куб. Выбираем для него Height. Но как видим, все равно ничего не произошло. Потому что, чтобы работал Height, к нему нужно создать Normal. Создам Output для Normal. Переименую. Соединю ноду круга с Normal. Перекинем ноду Normal на 3D куб. Видим, что Normal работает неправильно. В программе нужно указать, что это Normal. Для этого создам ноду Normal. Пересоединю. Увеличу интенсивность нормала. Сделаю еще больше, примерно на 10. Перейду к настройкам Height. Нажимаю на материал, Default, Definition. Здесь стоит галочка, значит это наш шейдер. Выбираю тесселяцию. Увеличу интенсивность Height и тесселяцию. Добавлю ноду Extrude выдавливания и соединю окружность с этой нодой. Чтобы перенести всю иерархию с окружности на Extrude, зажимаем Shift и левой кнопкой мыши перетаскиваем. В Extrude Shape выберу окружность, с которой он соединен. Уменьшу выдавливание. Поменяю вращение на добавлю ноду, чем-то похожую на клонирование. Соединю. Надо поменять. Вместо таких плиток поставим монетку. Выберем Pattern Input. Уменьшу количество. Если в 2D окне текстура отображается на весь экран, то нажмите на пробел и будет отображаться конкретный размер текстуры. Увеличу размер монеток. Поменяю модель в 3D випорте. Перехожу в сцену и выбираю плоскость. Сделаю рандомное расположение.
Скопирую экструд, нажимая на нее 2 раза, чтобы отобразилось в 2D окне. Поменяю вращение. Чуть увеличу выдавливание. Это все делаю, чтобы монетки не казались одинаковыми. Скопирую тайл. Увеличу количество. После изменения номера шаблона соединения экструда переместились ниже. Верну его обратно на место. Эту связь удалю, выделю и нажму на Del. Увеличу, чтобы был рандом во вращениях. Изменю размеры монет. Немного изменю позиции. С помощью Mask Random он случайно убирает, где будут находиться монетки. Создам маску, для этого выберу ноду Histogram Scan. Сделаю ее инвертирование с помощью Invert. Соединю эту маску с первым тайл. Теперь нужно объединить 2 тайла. Объединю ноды Hate Blend. Соединю их. Перекинем Normal и Hate в Hate Blend. Увеличу, чтобы один тайл был чуть выше другого. Видим, что здесь резкий переход. Исправлю это нодой размытия Blur. Соединю с нодой Hate. Quality поставлю на максимум, а интенсивность уменьшу. Создам Ambient Occlusion. Добавлю ноду Output. Переименую. Перекину на объект плоскость и выберу Ambient Occlusion. Теперь нужно добавить специальную ноду Ambient Occlusion. Соединю. Здесь можно менять его интенсивность. Приступлю к Roughness и Metal. Создам Output. Переименую, это будет Roughness. Как мы помним, Roughness и Metal используют черную и белую карту, и для них буду использовать ноду сплошного цвета Uniform Color. Перекину Roughness в плоскость. Переключу Uniform Color в Grayscale. Теперь снова добавлю Output, это будет Metal. Сразу создам к нему Uniform Color. Переключу его в черно-белый режим. Перекину в плоскость. Теперь подбираем, как будет выглядеть материал.
Пусть будет так. Любой момент можно изменить. Чтобы двигать сцену, зажимаем Shift-Ctrl правой кнопкой мыши. Теперь добавлю к нему цвет. За это у нас отвечает Base Color. Можно создавать к нему Uniform Color и выбрать подходящий цвет. Перекину Base Color в объект плоскость. Можно ставить так, но я хочу сделать градиент. Удалю его и создам Gradient Map. Видим, она сама по себе не работает, и к нему создам ноду Curvature. Соединю и к Curvature подсоединю Normal. И теперь можно менять цвет в градиенте. Хочу еще добавить рандом в монетках. Для этого добавлю любой шум. Увеличу его масштаб и создам к нему Levels и сделаю его четче. Соединю со вторым тайлом. Подниму немного скейл в настройках хейта. Можно поменять модель. Теперь давайте этот материал перекинем в Substance Painter. Нажимаем на него правой кнопкой мыши и выходит такое меню. И здесь выбираем публикация в SBazaar. Нажимаем и сохраняем. Переходим в Substance Painter, находим наш SBazaar, перетаскиваем его в проект. Здесь выбираем Base Material. Теперь он появился в материалах. Перетаскиваю на объект, уменьшу height, перехожу в настройки и в самом низу уменьшаем scale. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и пока.